Всем привет! Начинаем новую торговую сессию. Остановился я сейчас на балансе 123,5 доллара. Примерно... Так, немножко потерял суть. Так, сегодня это вторая торговая сессия. Начинал я со 126,5. Сделал две убыточные сделки и сейчас у меня 123,5. Лимит максимальный потерь у меня на день это 5 долларов. То есть осталось примерно только 2 долларами, которые я могу на сегодня рискнуть. Поэтому сейчас будем отбирать сделки, посмотрим, какие монеты ходят. И попытаемся найти точку входа, чтобы зайти в них. Так, я вижу монета Трамп летит. Давайте себе быстренько открою ее, чтобы видеть график и стакан. Монетка Трамп есть. Что у нас здесь? У нас здесь был сильный рост. Кстати, не такой-то он и сильный в процентном соотношении, всего 4%. Но в моменте довольно импульсные свечи, скажем так, мы видим. Глобально что? Глобально эта монета падала у нас. Мы сейчас на таком нисходящий, скажем так, тренд. Немножко пробили, постояли и пробили сквизом вверх. Давайте посмотрим B2. B2, это сегодня я ее уже добавлял на первой торговой сессии. Возможно, она у меня... Да, вот она, кстати, есть. Давайте немножко подкорректирую. С того момента она выросла. И сейчас цена остановилась на максимумах. Мгм. Кстати, как будто хорошее место для входа в шорт. Но я не уверен. Так, настройки. Сейчас, кстати, немножко нужно изменить настройки ордеров. Все. Потому что меня сбилось. Я здесь, когда торговал, выставлял take profit в токенах, а не в монетах. Ладно, пока подождем. Хотел здесь уже зайти, потому что глобально, как мне кажется, цена пойдет вниз, но сейчас нету, скажем так, такого чувства, что цена будет лететь дальше. А я пытаюсь заходить только в тот момент, когда есть такое чувство, когда большинство трейдеров заходят в лонги, и мы туда только я ищу именно точку входа. Так, посмотрю пока здесь еще. В принципе, монета Боб. Боб, она вроде выстрелила сильно. Уже несколько дней в топе. Да, и вот у нас мы прям поджимаемся на пробой. Тут прям крутое место, чтобы зайти в шорт, как мне кажется. Сейчас вообще давайте быстренько зайду по рынку на свой стандартный объем. Прям в хорошем месте зашел. Потому что я увидел, что прям вот когда цена вот здесь еще была, тут в принципе по моей стратегии большинство трейдеров уже лонгуют, как я это понимаю. То есть поход еще выше, скажем так, способствует тому, что даже те, кто вот здесь сомневались, уже видят, что цена поджимается к уровню, скорее всего его пробьет. И тут, ну, как минимум шортить страшно, потому что может быть импульс, в принципе, монета. Смотрите, какой рост. Все выросло и просто остановилось, поджимаясь к максимумам. Поэтому, возможно, трейдеры ищут точки входа, где можно зайти и попытаться словить продолжение роста, так как даже мне сейчас чувство, что хочется еще добавиться немножко, но, наверное, не нужно. Так что вот так. И постараемся взять свои примерно стандартные 1%, но буду я брать не от точки входа, а примерно вот здесь,
там, где цена начинала, скажем так, ломать вот какой-то там нисходящий неопределенность, вот эту, там, где цена просто пошла в бок, но когда она начала выходить, обычно в такие моменты при выходе с боковика на пробой всяких уровней трейдеры активно начинают заходить. Так и мне кажется, что примерно с этой точки можно брать свой 1%. Процент движения цены с того места. Кстати, вот круглое число как раз 63, за которое, скорее всего, поставят свои стоп-лоссы. Те, кто хотят лонговать. Давайте быстренько поставлю свой take profit в то место, где стоят стоп-лоссы лонгистов, как мне кажется, за пробой 63. Возможно, даже сейчас шаг цены немножко уменьшу. И прям, чтобы меня, скорее всего, меня и здесь заберут. Ну, все отлично довольно-таки. Так, первая сделка у нас пошла. Тут у нас просто пока остановка цены, но я бы хотел увидеть какой-то рост, но скорее всего, если будет здесь рост, то на обратном движении вот здесь начнут заходить в шорты. А если цена будет действительно идти вниз, то в принципе нам шортисты здесь не нужны. Поэтому я понимаю, почему здесь не было больших откатов. Да, потому что на пробой вот этого минимума тогда бы заходили много трейдеров в шорт. А так, если мы сейчас просто сквизом каким-то сделаем 1%, то вот это накопление на общем фоне особо будет даже незаметно. Хотя по факту тут уже были сомнения, что пойдем дальше, может быть какой-то откат, и скорее всего вот здесь заходили в лонги. Посмотрим. Так, а тут еще у нас монетка. Трамп. Кстати, Трамп. Интересно, возможно, здесь также я больше посмотрел на вход в шорт, потому что похожая ситуация. Глобальная цена начала двигаться вверх, и вполне возможно, что это просто какой-то откат, и в дальнейшем люди будут заходить на продолжение движения. Также могут просто ловить, пытаться откаты. И вот на вот таких остановках, как сейчас, вполне логично, что могут заходить в лонг. Поэтому, если тут будет какой-то откатик вверх, я бы здесь попытался зайти в шорт. Хотя бы несколько минутных свечей, если мы здесь еще постоим на месте, я попытался бы зайти. Но может и быть не дадут. Посмотрим. Так, тут у нас сделочка. Пока все хорошо, но мне пока не очень сильно нравится, что вот этот какой-то нисходящее такое движение, оно очень заметно. Оно начинает давать, скажем так, мысли, что роста дальнейшего не будет, и цена может пойти вниз. Также здесь можно заходить с относительно небольшим стопом в шорт, поэтому мне нравится. Я ожидал здесь более резкого движения к 63. Ну, кстати, если мы пойдем после пробоя 63 дальше вверх, то это имеет смысл, чтобы вот здесь на каком-то падении набрать шортистов и уже после сбора стопов пойти вверх. Но в любом случае я ожидаю здесь нисходящее движение в первую очередь. Так, тут-то... Хм. Шортить пока довольно страшно.
Ну и заходить в лонг также не очень прямо сейчас, потому что вот была похожая ситуация, был откат. Тут, возможно, люди захотят подождать откат, и в моменте сейчас в лонг не будут заходить. Так что нужно наблюдать. А тут, откровенно говоря, какая-то неопределенность также. Просто в прошлый раз, кстати, возможно, можно сравнить вот это с этим. Мы поднялись вверх, откат, цена постояла в боковике и прострел вверх. Тут же также цена поднялась вверх, постояла в боковике, и люди могут здесь заходить на прострел вверх. Кстати, если цена очень сильно летает, то можно заходить прямо в этом накоплении, но в принципе можно подождать и какой-то, возможно, даже сейчас зайти просто по... Да, все, я лучше сейчас по рынку зайду и попытаюсь взять свой процент движения вниз. Также выставлю Take Profit в токенах. 324 токена. Процентное движение вот этого места это примерно вот здесь. 59. А вот тут. Кстати, сейчас посмотрю процент ли точно я измерю. Ну, плюс-минус, да. Так что здесь также попытаемся взять один к одному. И ожидаю, что здесь большинство будут торговать в шорт. Но я не захотел ждать какого-то выхода с этого накопления вверх, потому что я посчитал, что может быть, как и перед этим, просто цена остановилась, пошла вниз, остановилась, может пойти дальше вниз. И не быть ложного такого выхода наверх. Хотя, в принципе, если он начнет расти, это будет дополнительным стимулом для лонгистов заходить в позиции, скажем так. Тут-то у нас все пока идет хорошо. Пока мы стоим на месте. Хотя, кстати, 1/3 небольшой импульс против меня и 1/3 позиции уже висит в минусе, скажем так. Да. Тут-то мы... Тут-то вот по Трампу неожиданно. Я ожидал здесь большее движение вниз. Но не было достаточно информации, скажем так, поэтому и не заходил. А он решил пойти вверх. Давайте открою скринер, посмотрим, может какая монетка сейчас еще падает, либо растет. И нет, сильно падает. Но остановилась возле уровня такого небольшого. Нет, мне она не нравится. А по объемах тон. Тон и Трамп. Но Трамп мы смотрели, а тон резко упал. Давайте, кстати, тут плеер. Давайте тон посмотрим. Так, по позициям у нас тут пока все нормально. И откроем тон. Тон, а нет, том. Так, тон, кстати, посмотрим сразу в процентах, насколько сильны эти движения. Так, не очень много, не очень. Кстати, не такое большое движение вниз. Вот на часовике, если посмотреть на часовике, кстати, довольно неплохо он падал. Тут буквально за несколько часов 8%. Ну тогда, если я не ошибаюсь, все валилось. Это вчера или позавчера. А тут такое небольшое движение в 2,5% вниз. Вот это все. И на этом фоне небольшой откат. Мне кажется, здесь больше можно заходить в лонг. Больше здесь заходить в лонг. Почему-то жду здесь больше V-образного такого выхода, что его это падение резко откупят.
Но если мы начнем стоять здесь, то это будет плохим знаком, скажем так, для такого сценария. Тут, к сожалению, подходит немножко к стопу. Я же говорил, я, в принципе, вот здесь должен был заходить в теории, но я почему-то подумал, что именно вот такой обманки здесь не будет. На этом месте я ошибся, я мог зайти по лучшей цене и взять соотношение как минимум 1 к 1,5, а не 1 к 1. Я думаю, это связано с тем, что прошлые торговые сессии, я когда торговал, монеты быстро летали, и в обычно с накоплений выходило сразу, скажем так, в сторону против трейдеров. Не было вот таких обманок каких-то, не было м, ложных движений. И цена сразу шла, в принципе, в нужную сторону. Но тут я в любом случае жду, да, движения вниз, потому что вверх, тут я реально думаю, что тут заходило слишком много трейдеров в лонг. А, Так, Трамп пока продолжает падать. Трамп тоже какой-то откат делает. А, Монетка Боб. Кстати, по Бобу уж мы зашли, да? Да, вот это первая и самая сделка. Хорошее движение вниз. Интересно, кстати, мне интересно посмотреть, как будет подходить к круглому числу. Будет ли это импульсное движение и пробитие его, либо же это будет плавный какой-то подход и еще здесь постоят. Если будет верен сценарий с импульсным пробитием, то пыльная цена может резко вкатать и пойти действительно наверх. Но если начнем стоять здесь, то может продолжиться движение дальнейшее вниз. Так как тех, кто вот здесь заходили на максимумах, тут уже может немножко позакрывать и дать им возможность перезайти. Если возможности перезайти в лонг по лучшей цене не дадут, а мы просто выкупят вот это все падение, то скорее всего пойдет дальше вверх. Но уже без этих пассажиров, которые заходили вот здесь. Так, тут такое чувство может закрыться в любую секунду, поэтому я так наблюдаю. Жду просто какое-то, скорее всего, даже импульсное движение. Но не пробило. Ровно в 63 почти ударилось. Даже, может, возможно, там несколько пунктов не дошло. Но это что такое? Если бы я хотел лонговать, в принципе, я вот здесь, да, возможно, даже заходил бы в лонг. Видите, дают тут возможность зайти с маленьким стопом, поставить за круглую цифру и потенциально взять хорошее движение с хорошим соотношением. Так что вот эта установка играет нам на руку. Только в одном сценарии нам будет это не на руку, если будет резкое импульсное движение. А любая остановка, вот здесь проторговка играет нам на пользу. Тут закрылась, кстати, по профиту. Я жаль, не видел, думал, та сделка быстрее закроется. Но B2 закрылась довольно хорошим импульсным движением вверх. 1 к 1 я здесь взял. И вот здесь, что я немножко выставил. Тут у меня также закрылась профит, просто я случайно поставил на немножко больше токенов. На меня переоткрыло в другую сторону, скажем так. Но, в принципе, там несколько центов, это не важно.
основная суть, что тут также закрылась в профит. При этом, хоть они пошли вниз в одно время, но сценарии были разные. Тут давали лонговать, потому что цена поджималась к максимуму, и глобальная монетка растет. А вот здесь мы также глобально растем, но тут не было никакого поджатия, здесь больше как какой-то откат. Обыграли это, как случился откат. Поэтому так. Так, ну прямо сейчас я не вижу никаких ситуаций, которые монетки нужно больше ждать, собирать информацию. Наверное, на этом прекращу торговую сессию. Вечером зайду еще, наверное, поторгую. Это была вторая торговая сессия. Начал я с какой там суммы? 26, 23,5. В принципе, $3, может чуть меньше 3 получилось заработать. Все, пока.